Ну что, ребятки, всем привет. Низ геймплей, приветик. О, спасибо, спасибо. Ну что ж, продолжаем. У нас SnowRunner, бегущий снег или бегущий по снегу, как вам нравится. Понеслась. Так, звук. Звук есть, видео есть. Погнали. То есть, по машинам. Так, нашел я, короче, миссию, разобрался с этими бочками. Вот они появились у меня. Задание было здесь. Опасное происшествие. Не знаю, как я куда смотрел, но оно было все это время здесь. Опасное происшествие. Теперь. А что касается этих бочек. Хочу, знаете ли, их... Хочу их достать. Угу. Каких много. Раз, два, три, четыре, пять. В смысле 5. Раз, два, три, четыре, пять. Действительно, их 5 штук. Да, хочу их достать. И уже после... Давайте отслеживать. Я написано бочки с топливом 4. Так, какой-то баг. Понятно. Так, а после этого, ну, займемся, собственно говоря, восстановлением лесопилки. Отправимся на островное озеро. Так, музончик, по-моему, громко. Сейчас, секундочку. Да, так лучше. Отправимся на островное озеро. Исследуем его и выполним задачу. Так, закройся, закройся. Так, а перед этим... все-таки я хочу взять, так сказать, приобрести новый грузовичок. Наконец-то. Где он? Вездехода. International Paystar 5070. Думаю, я осилю. Я думаю, время пришло для этой покупки. Да. Купить и вывести со стоянки. Ну, да. Хочу, знаете ли, на нем покататься. Так как он поворачивается. Так, что по тюнингу? Двигатель стоит максимально. Или так. Секундочку. Сейчас снимем оборудование с этого. Так. Подвеска серийная. Шины тут серийные. Так, подключаем и полный привод. Задний привод. Ага, понял. Так, тут я все снял. Окей. Уникальный двигатель с поразительной производительностью устанавливается на специальные крепления, несовместимые с другими моторами. Понятно. Не апгрейдить, значит. Так, что по шинам? По шинам.
Ты ё-моё, нужен 11 левел. Блин, серьезно? Блин, так пока он мне супер не интересен, вездеходный. Блин, беда. По лебедке что можно поставить? Можно поставить удлиненную лебедку. Дифференциал подключаем. Запасное колесо. Поставим. Шнорки. Поставим. Я хочу, потому что попробовать на этом грузовичке подоставать наши бочки. Так, портовая платформа установить. Погрузочный кран. Где наш? Не понял. Машина. Вывести. Хотя больше я доверяю сейчас White Western. Ладно, попробуем. Угу, как просаживается. Серьезно. Так, я еще лебедку сниму, наверное. Серийная средняя. Так, установить. А вдруг поможет? Так, ну что? Шины. Все-таки подкупить. В грязи средний, бездорожье хорошо. Блин. 5700. Так, ладно, попробуем. Если что, придется на White Western пересаживаться. Так, что у нас по декалям? Стояночные огни, клаксон. Бампер. Защита кабины не требуется. Так. Угу. Так, что касается по дискам. Не хз. Они все одинаковые по кузову. Может, я зря купил. Сейчас на остров поеду, там будет меня ждать роскошный вездеход, который, правда, придется достать. Может, беленькую кабину сделать. Беленький цвет как-то скрывает убогость этой квадратной кабины, поэтому применим. Так, ну что, попробуем? Попробуем, как он в деле. Наш вездеход. Может быть, все-таки я сдюжу. У него есть преимущество. Полный привод, дифференциал. Так, давайте обозначим цели.
Вот это какая-то прямо супер неприятная цель. Хотя я до нее добирался. Уже эти доски валялись. Ну окей. Значит, нам что нужно будет сделать? Просто доехать до сюда. Переехать. И доехать до сюда. Так, а потом зацеплю эту. И надо будет добраться до... Может, даже по берегу попробовать. Так. А доставить их нужно на АЗС. Так. Это зацеплю. И потом обратно тем же макаром выгружу. Понеслась. Илья, привет. Желаю классного стрима, спасибо. Спасибо, надеюсь, он будет таковым. Так, ну-ка, как у него убранство? Ну, по-спартански. По-спартански. $240 литров объем. Маловато. Хотелось бы больше баки. Так, опять не несет. Ладно. С кабины не очень получается комфортно ехать. Так, ну что, попробуем, как в деле. Так, ну пока ползет. В принципе, справляется с той грязью. Кстати, остались задания на Black River. Можно вытащить грузовички, по-моему. Да, грузовичок и цистерну вытащить. А и здесь тоже есть задание. По вытаскиванию грузовичка. Но это после того, как мне откроется вездеходная шина. Без шин я просто мусор. Без шин я никто. Мистер Никто. Кстати, я смотрел фильм Мистер Ноубоди. Ну, такой достойный фильм. Достойный. Охренеть, он жрет 13 литров. Ты не многовато ли? Не лопнешь, деточка? Хотя в то место, куда я еду, оно такое зыбкое, и я реально могу там засесть. Возможно, придется просить помощи друга. Не, ну... В принципе, можно подогнать этот трак? Бля, я тебя умоляю. Они что, все страдают фигней? Нет, я тебя прошу, не переворачивайся только.
У них у всех проблема с центром тяжести. Он слишком высоко находится. Хотя вот у них у всех массивные рамы, но все равно перевешивает. Так, что у нас на часах? 2 ночи. Нормальные люди спят. Может, я зря купил? Ну, всегда можно продать. По-моему, по-моему, цена не меняется. Ну, не сильно меняется. В меньшую сторону. Так, может быть, полный привод к кадру отрубить, а то я уже сжег половину бака. Похоже, мне потребуется помощь. Помощь друга. Мне нужен будет и бензин. И возможно лебедка дополнительная. Так. Посмотрим, как ты преодолеваешь брод. По-моему, тяжелее по весу. Повыше, тяжелее. У него должен быть крутящий момент, по идее, выше. Так, в чем проблема? Ну, поясни. Ага, о. Дифференциал, кстати. Не, ну кабина, конечно, убогая. Кабина убогая. Ладно, это же работяга, я думаю. Внешние качества — это последнее. Самое главное, чтобы проходимый был аппарат. Так, мы не проехали? Нет, еще немножко. О, Смоки Смок. Привет, дружище. Спасибо, что заглянул. Такое чувство, что я тебя принуждаю смотреть. Как хочешь, как тебе удобно, конечно. Так, продолжаем ехать. Пинать грязищу. Блин, как же тяжко ему, а? С этими колесами. Ну, шинами. Да, божечки, 15 литров жирает. 15 литров. Не, ну это ни в какие ворота. Он же мне без штанов оставит. Мне реально потребуется техничка с топляком. Придется скаута пускать сюда за ним.
Такую дуру хрен прокормишь в России. О, PUBG Play. Здорово. Я думал, ты все, переехал на Twitch. Так, мы... Так, а здесь я не был, кстати. Интересно. Может, берег не слишком будет мягкий и коварный для меня. Нет. Очень зыбко. Очень зыбко. Прямо чувствую, проваливаюсь. Возможно, я въехал сюда зря. Так. Ну, короче, это где-то здесь. Блин, туда добраться. Охренеть. Что я не подрасчитал. Ну, супер. Блин, зачем сделали такой вездеход? Да. Так, может быть, какая-нибудь веточка есть, зацепик. Угу. О, ну это ужас. Засадил. Так, назад поедем. Берег оказался супер коварным, оказывается. Блин, мне буквально метр не хватает до березки. Какая духота. Так, а если понижено и назад? Нет. Ну это прям беда. Так, ладно, придется это. Придется помощь друга просить. Так. Вот по-любому все из-за колес, из-за шин. Упор шины. Ай-яй-яй, тащит. На, сразу полный привод подрубать.
когда хоть сцепление. Ну, имеется в виду сразу же вытягивает передние колеса. О, спасибо, дружище. Поязал, поязол. А здесь я смогу спуститься? Нет, по-моему, тут... Не-не-не, я вторую машину засажу по-любому. Так, ладно, попробуем по-быстрому долететь. Но спасти реку я просто обязан. Так, и что застрял? Серьезно? Я вообще не уверен. Это да. На озеро можно столько. И вас. На пол города хватит. Ну, небольшого такого. Ну, я бы сказал, даже поселение. Можно было бы прокачаться, найти более мощные автомобили, ну, на других локациях. Но потом эти миссии бы показали бы слишком легкие и неинтересно. О, Бантлей. Привет, приятель. А сейчас пока на стоках машинах. Ну, хоть какой-то интерес, то есть хоть какое-то усилие надо прикладывать к выполнению задач. Эть. Попрыгунчик мой. Эть. Нет, нет, дружище, я не знаю, как тебя зовут. Ты же, по-моему, не представлялся. Да ё-моё, ну что такое-то, а? Ну ты ломаешься. Каждый кочку. Я тебя умоляю, не посрами меня. Детская грязюка.
Как я буду вытаскивать, если мы даже по грязюке буксуем? А, ну все, Тёма, значит. Ну или Артём. Булгаков. Как Булгаков прям. Прикольно. Но я сразу скажу, я имена плохо запоминаю, я больше на лица ориентируюсь. Ну, помню, по лицам людей. А где там этот вездеход наш? Ага. Так, ну, блин, короче, тут очень супер... А, блин, надо слевее заезжать, там камень. Окей. Так. Ща, достанет. Ну, да, да, понял. Хотя бы ты, хотя мог ты назваться и, ну, взять никнейм как Булгаков. То есть было бы круто. Реально круто. Сломаешь деревце? О, даже трос прошел, а, он сломал его. Так, ну окей. Сдюжили, пересесть. Здесь-то точно не завязано. А риски есть. Еще есть риск перевернуться. Так, я надеюсь, там тоже камень. О, отлично, тут есть камень. Найс. Не пропадем. Если был бы песок, я бы просто бы вспотел бы, мне кажется. А вот наши бочки. Бочки-загрязнители. Стоп. Так, ну что ж, начинаем операцию спасения. Так, так, так. Я уже приноровился пользоваться кранами, манипуляторами. Но проблема тут в другом. Проблема с камерой. Так, я попал? Можно, в принципе, опустить так. Ничего страшного. И упаковать. Для ускорения процесса.
Тоже хочешь модерировать? Модерировать, так сказать, наши дела? Давай, конечно. Назначу. Сейчас. Сейчас, секундочку. Все. Будь достойным модератором. Не знаю, что это значит, но... Ну, в общем, будь. Отныне ты модератор. Так, дальше. Ну, в принципе, здесь съезд есть. И... Так, а я смогу где-то подняться? Здесь я не рискну ехать. Не знаю, как на эту дорогу выехать. Может быть, я где-то здесь смогу проехать? Как будто бы проезд есть. Хотя этой карте не надо доверять. Ну, не стоит. Кстати, опять дождь пошел. Это уже, ну, типа закономерность какая-то. Как миссия какая-нибудь, сразу дождь. Блин, 78 литров осталось. И так. Я хз. Ну, вроде бы нормально. Подъем. Ё-моё. Ну, пока справляется. Есть. Малёха срезали. Так. Блин, 60 литров осталось. Зарез. Там еще обратно их. Так, я подрублю пониженно. Так, потому что я тут спуск не знаю. Хотя надо было, может быть, на грузовик на тот погрузить. Кстати. А что если погрузить на тот грузовик? И потом мне только останется доехать сюда. Вообще на середине реки. Это вообще законно?
Ага. А вот это уже печалька. Ужасное место. Мне определенно надо будет таскать. Я вижу, что-то есть стволы поваленных деревьев. Быть может, они спасут меня? Может быть, задом дать? О, Альфа, привет. Как мастер. Про. Исполняю. Так, вот. Так, да куда я смогу доехать? Давай, 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 давай. Так, этого хватит? Интересно. Так. Это определенно лучше, чем Spin Tires. В 10 десятки раз лучше. Погнали. Блин, топника уже 37 литров. Так, хватит? Ах, не хватает. Так, а если тебя волочить? Ничего не скажешь за это? То, что я... Вроде никаких условий не было. Во. Вот, дружище, игры с хорошей физикой, мне кажется, любят все. Физик, график, эффекты, погодные условия. Что может быть лучше? Так. Так, а что если я просто срежу стропы? Идеально. Идеально. Упаковать груз. Стоп. Еще раз. Упаковать. Распаковать и упаковать. О! Найс! Так, ну что, поехали. Не знаю, сможем ли выбраться. Нет. Своими силами мы уже отсюда не выберемся. Вообще никак. ПК, говоришь? Типа это, ну, нормальный? Ну там только процессор достойный. Причем мне пришлось еще его разгонять. Так. Ну, тем же макаром доберусь. Оп.
Я все же думаю, может все-таки перегрузить на этот грузовичок. Ну, я, кстати, помню эту игрушку. Я в спор играл в году-то 9 или 8. Ну, прикольно, кстати. Так, а где? А. Сразу развернусь. Его прикол будет, если я сейчас обе машины засажу. Блин, идиот. Тут же ветки есть. А, забыл про ветки совсем. Еще какая-то игрушка была в те годы, в которую я играл. Спор и игра Black and White, что ли, по-моему. Белый и черный. Тоже прикольная. Там типа играешь... типа богом, что ли, играешь. Ветки были, блин. Так, ладно, здесь он своим ходом уже, наверное, выкатится. Ну я представляю, какой у тебя ПК. У тебя, наверное, какой-нибудь 775 сокет. И стоит какая-нибудь 550 Ti, может быть 650. Гигов, наверное, 8 оперативки. Процессор какой-нибудь четырехъядерный. Кряхтит, но едет. Топляк-то у меня кончился. 4 литра осталось. И беда. Так, съесть. Забираем. Так, International Paystar. Так, источник. Как понять источник, алло? Не понял. Так. Заправить. Залить в White Western Star. Блять, мне надо пересесть. Так. Источник White Western заправить. Так. Да, вот так вот. Так, 1 гигабайт процессор Intel Pentium 2 ядра.
330, Radeon 550. Ну блин, это слезы. Это слезы. У меня примерно... Да нет, у меня... Ну я на таком железе сделал в 2005. Потом я потихоньку все-таки апгрейдился. Так, ну что, блин. Что-то мне вообще не нравится вот эта перспектива ехать сюда. Может быть, сюда спуститься проще? Тут 2 единицы бочек. Да, я, наверное, туда спущусь, потому что мне очень не нравится это место. Можно как-нибудь сверху глянуть вообще, как туда ехать? Не, я туда не поеду стопудово. Я сейчас лучше тихонечко, обратненько на АЗС с нашим хабаром. Только, правда, не едет. Проблема. Ты сдох. Ну, блин, дружище, надо как-то потихоньку это, так сказать, апгрейдить свое железо. Где-то на Авито выцепить память подешевле. Где-то, может быть, проц 4-ядерный хотел поставить. Видеокарту можно до 3000 найти даже. Какой-нибудь 1030 может. Потому что ты же просто мучаешься. Ты просто мучаешься, понимаешь? Так, мне нужно что? Может так тем же макаром спуститься? Я не доверяю вот этой высокогорной дороге. Здесь поворот должен быть. А, вот он. Так, лишь бы не перевернуться. Задание душное, конечно, уже час. Гоняю. Может, зря я зарядил? Ну ладно. Зарядил, короче, на этот вездеход оборудование. Можно было на White Western, наверное, быстрее было бы. Он поэкономичнее будет. Что такое, елочка? Я должна была сломать моего веса. Но ломаюсь я. Я сам обновился, ну вот это железо купил в том году, в июле месяце. Заказывал из Германии. То есть все вместе с доставкой мне обошлось в 25 тысяч. Это взял оперативку 16 гигов, взял процессор, материнскую плату
и SSD на 120 гигабайт. 25 касс вышло. Видюха у меня уже была. Тоже брал ее бывалую, ну, бэушную. Я еще брал ее тогда, когда бум майнинга был. И она стоила что-то около 14 косарей бэушной. А сидел я, ну, до этого железа, как раз таки на 775-м соке. У меня был 4-ядерный квад с Китая, с Алика заказывал, с Алиэкспресс. И 8 гигабайт оператив. Вот. После апгрейда я все это дело продал на Авито. За 5 косарей или, может быть, даже меньше, может, косаря 3. Так что как это, какая-нибудь денежка появляется, смотри что-нибудь на Авито. Может, что-нибудь подвернется. Может, платформу другую поставишь. Может быть, на АМ4 перейдешь. Хотя АМ4 дорого сейчас стало. Ну, как вариант. Какую-нибудь материнку за 1500 зацепить. Оператив 8 гигабайт. Лучше двумя планками по 4 гигабайта. Нет, также можешь Алиэкспресс использовать без проблем. Там же есть возможность урвать что-нибудь. Просто нужно, видишь, мониторить из этого доллара. Ну, то есть не из-за доллара, а из-за рубля. Из-за рубля нашего деревянного. Нужно момент искать, куда рубль, так сказать, более-менее стабилен. Ну вот сейчас, кстати, хорошее время что-нибудь заказать. Потому что, возможно, осенью рубль у нас опять скакнет до небес. Давай, давай, Альфа, удачи. А я потихоньку продолжу дальше вести нефтебочки, которые сейчас не стоят ничего. Ну хотя нет, они вроде бы отыграли немного. Сейчас они стоят 30 баксов за баррель. Поэтому кое-что да не стоит. Так вот я офигеющий, если я здесь чуть застряну. И у меня опять 90 литров осталось топлика. Давай, не подведи меня, старушка Бетси. Вроде справляется. Ну-ка.
А ну-ка. А ну-ка. $80 литров. Не. Как же ему тяжко, а? Хотя мотор тут супер прямо стоит. Производительный, но шины подводят. Дерево. 70 литров. Ты ё-моё. Бэтмен? Слушай, я этот Бэтмен ни одну серию не проходил. Я как-то ТЗ, пропустил ее из вида. Вернее, она мне как бы как-то, неинтересна, я бы сказал. Я хз почему, но не заинтересовала. Мне ближе какие-нибудь вот симуляторы. Может быть, шутаны какие-нибудь. По типу Дума. РПГшки по типу Ведьмака. Или свитки. Сейчас буду ждать Мафию. Мафия должна выйти первая, ремастер. Ремейк даже называется. Там будет все полностью переделано. В августе. Мафия. Помню, как я ее проходил. Да, были времена. Там душная миссия была, это миссия гонок. На болиде в форме яйца. Запоминающаяся миссия. Непроходимая. Хотя, может, для моих маленьких ручек, когда еще маленьких, это было непроходимо, а сейчас бы, мне кажется, я бы справился без проблем. Все-таки опыт появился. Ё-моё, я тебя умоляю, только не переворачивайся. Я вспотею, если он перевернется. А он перевернулся. Он перевернулся. Да. Так, ладно. Уловка моя с краном, попробуем. Ё-моё, что происходит? Блять, кран! Секунду. Так, моя уловка с краном. Так. Мистер Кран, помоги мне. Нет, он не перевешивает. Мне нужна помощь друга.
Эх, пожалуйста. Блять, это опять сработало, а? Это опять, сука, сработало. Да, гениальности моей нет предела. Останови стрелу. Нет, это просто офигенно, что у нашего крана есть какой-то вес. То, что у нее есть возможность перевесить. Я обожаю эту игру. Лишь бы теперь в обрыв не улететь. Блять, не страшно. Мне очко сжалось. Блять! Нет! Я тебя умоляю. Когда бы это точно был бы конец славной истории. Так, 27 литров. Не, это был бы вообще эпик, если бы у меня бы топляк кончился именно в том месте. Тогда бы точно бы отправились вниз к реке. Переворачиваясь и крича от боли. Так, я переключусь на полный привод. Что-то мне не нравится, короче, вот этот грузовик тем, что он переворачивается. Он супер нестабильный. Но явно проблема. Мне кажется, в роли тягача ему самое то, а вот в роли грузовика, ну, нет. Хотя у него, блин, столько дури. Но нет. В роли грузовика, как я сказал, это не его. $14 литров осталось. И мне буквально осталось проехать метров 100, наверное. Не хватит. Да едь ты. Так, а если отрубить полный привод? А, все уже. Все. Приехал хлопец. Ладно. Так. Благо недалеко от гаража остановился. Возьму этот роскошный авто. Не, по-моему, так и надо. Только с чаем и печеньем. Ну, можно варьировать, так сказать, можно и с кофе. А так ты все правильно делаешь. Сразу же создается такой уют, понимаешь? Ламповый стрим. Ну, хотя нет, у меня, наверное, не ламповый. У меня томный. У меня томный стрим с печеньем и чаем. Раньше как-то было прям модно. Это год 16, наверное, был. У всех было прямо стримеров. Ну, они писали ламповый стрим. Ламповый стрим. У всех ламповые стримы были. Я вообще ни хрена не вырубался. О чем это они? Ну, сейчас, мне кажется, ну, я понял, о чем это. Джек. Джек, спасибо. Приятель, спасибо, дружище.
Вот это наша ненасытная скотина, которая все топливо съела. Так, заправить. Малый багажник. Вот. Всего 40 литров. Надеюсь, тебе этого хватит доехать до заправки. Эть! Как тяжко ему. Да-да-да, помнишь это? Год 16-й. Все писали лампов, лампов. У меня ламповый стрим, у меня ламповый стрим. У всех было супер лампово, короче. Типа душевно, лампово. С любовью. Может, баки для него есть какие-нибудь большие? Может, он жрет просто как не в себя. Так, управление грузом. Разгрузить. Есть. Есть контакт. Секундочку, раз мы здесь. Да. Так, а может просто пыхнуться проще было бы, чем ехать. Давайте, ладно, доедем. Половину мы сожжем топлива. В общем, я не рекомендую этот грузовичок использовать. Ну, в качестве перевозчика груза. Только достать кого-нибудь. Потому что он супер неэффективный. Хотя там еще есть коробка передач и шины, возможно, поставить, не знаю. Насколько он жрет, это нереально. Либо баки будет больше. Так, я, наверное, все-таки сразу же помощь друга попрошу. Так, мой друг стоит здесь. Пересесть. Пересесть. Эвакуация. Отправлюсь с ним на охоту за бочками. Потому что там очень коварный подъем. Я думаю, в двух машинах груз размещу, чтобы было бы проще подниматься. А может быть только в одной. Собственно говоря, вот в этой. Как вариант. Ты пошел за печеньками? Ну давай возвращайся.
Да, печеньки было бы круто сейчас запитонить. Какие-нибудь обсяжки. С шоколадной крошкой. Можно было с орехами, но лучше всего с шоколадной крошкой. Может поближе подтянуть, я вообще его не вижу. Об стол его размотаю. Блять. Отлично. Никогда так не водите. Даже не вздумайте. Только в игре. Не, это очень душная миссия. Час. Час я уже делаю. Надеюсь, она стоит того. Там, по-моему, сколько за нее обещают? Опасное происшествие. 3500. Ну, маловато. Можно было бы и больше. Минимум 5. Ну или 5500. 4500. И опыта очень мало насыпает. 300. 300. Это хрень тяжелая. Даже с горки не едет. Помню, пил подрубить. А если буду спускаться по одному, без обид, то оба улетим. Да, еще потом подняться бы с этими бочками. Кстати, вариант по одной палете на машину, в принципе, хороший вариант. То есть идея, задумка хорошая. Так, отлично. Вы здесь. Угу. Так, что, как до вас доехать? В объезд, что ли? Тут еще они хорошо поработали с освещением, прямо шикарно. Так, а что мы сможем развернуться? Интересно. Девки пляшут. Так, ладно, сейчас я пригоню второй туда аппарат. Музончик топовый, просто топовый. Ну, звуковое сопровождение обожаю.
Так. Не, ну это зверь, это зверь. Такая движка, конечно. Хотя дальше еще будут больше машины и мощнее. Так, ну что, как мы тут с тобой развернемся-то, а? Так, здесь есть возможность. Так, ну что, блин, как поступить? Загрузить в один кузов или в два? Давайте в два кузова загрузим. Смотрим, как это будет со стороны. Ага. Так, стоп, очень далеко встал. Так, он уже застрял. Так, ну что, почти спасли реку от адской нефти, от адского розлива. Да ё-моё, ну куда ты? С этой камерой. Так. Идеально. Нет. Ну, почти идеально. Короче, я просто брошу. Так, и упаковать. О, идеально. Так, так. Угу. Ну давай. Не хочет. Ну что такое, а? Давай. А? Хорош. Так. Ну, думаю, достанет. Так. Сейчас я покажу мастер-класс владением краном. Эй, тебе слишком далеко, может перевернуться. Нет, все нормально будет. Все будет идеально. Давай. Вот и все. Шикардос. Пересесть. А? Как конфетка, а? Идеально. Так, ну что, поехали? Так будет гораздо проще, чем пердеть на одном грузовике.
Да, это просто пониже грузовик. Поэтому он не переворачивается он мне. Так яро, как тот представитель своего семейства. С двумя палетами было бы супер тяжко заезжать, конечно. Ну-ка сейчас посмотрим, как он справляется с одним. С одним должен идеально залететь. Так даже я даже на первую передачу, то есть на пониженную подрублю. Э, э, тяжеловато. Секунду. Идеально. Учитесь. Шикарно. Так, дальше. Второй экипаж Эдуарда Каргинова. Дакар Мастер. Зед пересел, сразу почувствовал тяжесть такую. Прям ощущается вес этого монстра железного. Тут и рама такая мясистая, прям мощная. Сама будка, блин. Огромная, огроменная. Давай. Давай, папа Джо. Ну-ка. Как ты будешь? О, гудок у него такой прям солид. Еще не паровоз, но очень близко. Ну, в общем, как машина техничка, это идеальная машина. Как я говорил уже, доставать, вытягивать, доставлять какие-нибудь грузы, ну и те же тоже топливо, ремонтные части, возможно, куда-нибудь в болото, но вот перевозить грузы не его. Капец, 1,5 часа уже миссию делаю. 1,5 часа. Так, ну-ка. Ну-ка. Покажи. На что ты способен? Так, это пока что полный привод. Попробуем. Ну-ка. Дурацкие камни, что спасал. Лишь бы не перевернулся. Да. Да. Ну, в общем, справляется. Как я и говорил.
Так. Как в кабине у нас? В кабине вообще супер простор. Может быть, перегрузить на White Western груз. Быстрее доедет. Да. Давайте так и сделаем. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Так, трам. Так, в смысле, кого я поднимаю там? Блять. Пусти. Какого хрена он цепляется? Ай, идиот. Спаковать груз. Забыл. Пересесть. Так будет гораздо быстрее. Я вас уверяю. Да, хорошо, что я раньше его не купил, когда была возможность. Может, я бы дико расстроился. Да, еду. Тут, конечно, не так просторно. По-спартански. Но уютно. На клапан жестко дает мне. Но я все-таки доеду эту миссию. И на пару секунд отлучусь до белого камня. Так. Так. Ну что ж. Поздравляю. Мы сделали это. 3500. Так, я отлучусь на пару секунд.
Так, я на месте. Так, ну что, отлично. Задачи выполнили все. Ну, имеется в виду с этими бочками. Сейчас соберу всю нашу технику. Несчастный случай, не понял. Почему тут все еще... А, это, видимо, другой уже. Тут еще какая-то бочка, кстати, осталась. А, еще бочки есть. Не понял. Интересно. Уже 300. 3 бочки. Короче, в жопу эти бочки. Какого хрена? Только что было... Только что были бочки. Хватит бочек. На сегодня. Эвакуация. Так, ну что наши монстры? Так, стоп, еще пикап. Так, все, теперь все на месте. Короче, раздену-ка я его обратно. Потому что кран ему абсолютно не идет. Так, снять. Снять и... Так, стоп. И платформу тоже сниму. Пусть будет голенький. Так, и также нужно снять. Хотя нет, лебедку оставлю. Лебедку оставлю. Так, и получается у нас остался автомобиль Fleet Star. Мы его тогда продаем. Стоп. Да, продать. Эй, алло, где? Что такое? Куда вы деваетесь постоянно? Так, не понял. Пиши. Вывести. Во. А, пабгер. Ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас будет самое интересное. Так, самое интересное. Давайте продумаем план, сразу же действовать. Без плана тут никуда. Таски форвардинг. Требуется, чтобы мы восстановили лесопилку и сгоняли на островное озеро. Какие данные? Нужно что? Доставить на старую лесопилку бетонные блоки, 2 единицы. Здесь можно зацепить. И можно металлические рейки. Они тоже здесь. Окей. Окей. Так, а тентовый прицеп. И все это мне нужно как-то... Секундочку. Вот тут очень интересный момент. Очень интересный момент. Это остров Драмон. Это озеро. Соответственно, мне нужно преодолеть... вот этот участок. Вот этот ужасный заболоченный участок. Так, ну это изи. Вот это зацепить и увести. Но вот вести все это дело, бетонные блоки и рейку. Так, окей. 3 единицы. Хотя нет, рейка она большая. Она весь кузов занимает. На чем же я ее вывезу? Может, все-таки на тягаче. Ну, опять же, болото. Болото. Зараза. Так. Ну ладно. Что делать?
Поедем на этом, товарищи. Надеюсь, он справится. Ну, блин, если что, придется. Если что, придется вызывать подмогу. Благо у меня есть подмога. Я хочу загрузить в кузов рейки. Там прицеп сейчас стоит, в него можно загрузить бот, чтобы ускориться. Может быть, до конца стрима я успею задачу хотя бы эту сделать. Ну, если что, можно будет задержаться, ну, на стриме, ну, на полчаса, так сказать, доделать задачу. Блин, разогнался. Какая обивка прикольная. Здрасте. Раньше было в кабинах дерево. Тут, наверное, зам, ну, заменитель кожи. Хотя, может быть, и кожа. Нет, наверное, все-таки кожа больше использовалась. То есть дерево, кожа. Ну, реально. Такие натуральные материалы. Сейчас больше используется пластик. Блин, как же долго ехать сейчас придется. Сделали бы они возможность, ну, хотя бы тпхаться между этими складами. Блин, стоп, а может можно? Нет. Нельзя. Не, ну это бы было бы, по-моему, правильно, если бы можно было хотя бы тпхаться, ну, до склада. А с грузом уже, ну, типа, естественно, нельзя. А порожняком почему бы нет?
Так, еще, по-моему, после этого поворота еще будет поворот. Да. Ух. Признаюсь, охота мне еще пройти одну игрушку. Red Dead Redemption. Ну, блин, она такая длинная. Там порядка 100 часов, по-моему, прохождения. И я не знаю, потянет ли потянет меня комп ее, ну, стрим. Вместе со стримом. Так-то она ее потянет, ну, так-то он потянет. Но вот вместе со стримом. Но еще цена, конечно, кусается. 2 кассы, по-моему, сейчас. Но она тоже душевная. Когда можно было ее просто все лето проходить. Ну, так, это чисто планы. Может быть. Может быть, получится. Нет. Пока я еще даже не представляю, какую следующую буду проходить. Может быть, шутер опять какой-нибудь. Стреляться. Хз. Кстати, новости сегодня видел. Стартует, ну уже стартовала неделя бесплатного входа в игру Star Citizen, ну, Звездный гражданин. То есть можно залететь и неделю погонять. Там дают в аренду бесплатные корабли. Полетать. Может, кто-то хотел. Попробуй, так залетайте. Пробуйте. Так, стоп. Так-то можно было эту телегу использовать, но она такая большая, прям она огромная. Ну, покупать так некуда другую телегу. Присоединить. Ну, посмотрим, давайте, как, какие ставки. Так, мне нужно что? Рейку погрузить и прицеп. Бетонные блоки. Бетонные блоки 2 единицы. Шикарно. Ну, хз. Смотрим. Может справиться. Ну, с Богом. С нами Бог, как говорится. Так, давайте еще раз сверимся, то ты что-нибудь накосячу. Блоки. 2 единицы. И рейка. Рейка. Блоки. Бетон. Так, а я даже не отслеживаю эту задачу. Принять.
Опаньки. Рисуют, что сначала нужно тентовый прицеп доставить. Первая задача. Вот это опять подстава. Опять забываем мелким шрифтом смотреть. То есть вначале нужен тентовый прицеп привести. Ну ладно. В любом случае, это тоже нужно будет. Может тентовый прицеп прицепить к телеге к этому? Слишком уж заморочено. Но! А вдруг? На лебедочку, а? Цепануть прицепа тентовый. А что, а вдруг? Я и смущаюсь по поводу болота. Я не уверен за него. За это болото. Не, за болото я уверен. Мне не было за это грузовик. Тентовый прицеп. Тентовый прицеп. Блин. Придется за тягачом, короче, ломиться. Мне надо, короче, меньше камеры вертеть, а то я куда-нибудь доврезаюсь или отлетаю. Да, подвеска вообще лебезная. На каждой кочке отлетает. Так, а нам нужно спуститься где-то здесь. Причем спуск такой тут очень коварный. И я что-то не сомневаюсь, что я смогу с этой телегой спуститься. Ну, как обычно, я сомневаюсь. Эх, ладно. Ну там реально он спуск, прямо спуск. Крутой. Почти под 90. Вот, эта музычка мне нравится. Кайфовая. Ну же, греби.
Так, а что, здесь, что ли, поворот? Ну, я заценил интро. Посмотрел, ну, нормально. И с помощью... Ё-моё. С помощью чего его делаешь? С помощью какой программы? Так, бы мне этим бетонные плиты не придавило. Ладно, давайте пониженную. И... Блять. Ну, все время сыкотно. Стоп, а ты едешь вообще? Он не едет. Как сыкуха. По-моему, так незаконно есть, как я езжу. И он не едет. Эй. Интересно, сейчас вырвет, не вырвет сцепку. По идее, ну, в реале, должно было просто оторвать к херам крепление все. И мастер, и Power Director. Понятно. То есть там уже фишки все есть, да, эти заложены. Там только свое название влепило и все. Надо разгнаться, чтобы меня не обогнал. И не мастер, и Power Director. Ну окей. Надо запомнить. То вдруг пригодится. Тоже интро сделать какое-нибудь свое. Хотя там шаблоны такие, ну, одинаковые, да? И их там мало, по-моему. Ну, маленький выбор шаблончиков. Тем временем опять стемнело. Да что -то. Скрытые ямы эти грязевые. Я программы начал недавно осваивать все эти редакторские. Может быть, вот с недели 3 назад начал Photoshop осваивать. Ну, вы уже заметили, наверное, превьюхи как раз таки с новым текстом из Photoshop. Ё-моё. Чуть двиган не оставил. Так, окей, добрались. Короче, Пабгер, тебе придется, наверное, опять идти за печеньем, потому что дорога будет душной. Так, я все-таки размечу детально. Так, 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 так. Так. Чтобы не пропустить дорогу, то уеду опять не гибеня. Мне надо, короче, это какой-нибудь грузик на кнопку W поставить, чтобы постоянно жать. Ну или какой-нибудь, не знаю, может в игре бы сделали бы круиз-контроль. Так, ну здесь пока нормально. Не душно. Справляется. Ну и благо ветки есть. Едь. Едь. Прошу тебя. Ну и начал уже это диалект непонятно говорить. Прошу, конечно же.
каким-то хорватским или сербским, как будто бы акцент брошь. Хотя я же здесь, по-моему, на скауте ехал. Через это болото. Мне показалось, это реально душно. Может быть, на грузовике будет не так. Сейчас, секундочку, опять сделаем маршрут, чтобы не съехать. Так, так. Вот интересно, бесконечно можно эти точки ставить? Так, 150 литров. Ну что, хватит, не хватит нам. Полбака. Короче, можно смело садиться за кабину и ехать по точкам. Можете ставить смелые рули, если они есть у монитора, и делать вид, что вы тоже едете за баранкой нашего грузовичка. Кто, интересно, додумался построить дом? В здравом уме здесь никто бы не стал жить на болоте. Не застряли? Движение не происходит. Да, мы не едем. Мгм. Так, окей. Я думал, будет проще. Да, возвращаясь к играм, которые я бы хотел пройти. Это, конечно же, ну, RDR, Red Dead Redemption. Потом можно по очереди Мафию. Выйдет у нас в августе. Ну а после Мафии у нас Киберпанк. То, что реально... кстати, еще увидел, кстати, игрушку. Хост Тусима. Надеюсь, правильно произнес. Блин, тоже прикольно выглядит, кстати. Тоже типа Ведьмака. С большим открытым миром. Арис, приветик. Приветик, дружище. Так, ладно. Походу мы опять застряли. Немножечко. Но славная лебедка нас вытащит. Короче, я же лебедку поменял. Получается, тут короткая лебедка. Так, а если она пониженная? Блин. О, достает. Короче, пониженная какая-то тут супер неэффективная. Передние колеса перестают грести. Это не круто. Так, я надеюсь, половину пути-то прошел. Да. Потому что, ребятки, надо еще потерпеть. Этот душный сеттинг. Еще немножко. Надо держаться ближе к столбу. Нет, дерево. Хотя нет, тут, наверное, раз столбы есть. Наверное, раньше жизнь типа была, ну, по задумке автора. Это из-за ливней тут все затопило.
Я, быть может, и можно было тут раньше жить. Эть. Короче, что я думаю? Сейчас брошу эту телегу и сгоняю наверх за прицеп. Прицеп вниз спущу и прицеплю лебедкой к этому полуприцепу. Когда вообще изи будет. Просто изи. Надеюсь, его хватит на все это. Спасибо. Спасибо за добрые пожелания. Спокойной ночи, Эрис. Так, а тут больше не будет у нас подмоги? Вот не то. Греби. 90 литров осталось. Блин, меня это беспокоит. Возможно, до острова я бы доехал. Ну, то есть до переезда. А вот наверх забраться. Так, почему мы встали опять? Опять встали. Так, окей. Давайте отцепимся. Так будет проще. Заедем на твердый, и уже можно зацепиться. Ну уже. Ладно, понял. Так, я что-то засадил тебе, что ли? О! Нет, этот нас не выдержит. Так, стоп, назад если. Не, я тебя умоляю, только не здесь, а? Пожалуйста, дружище. Мы столько сделали, и тут встрять. Ты рофлишь. Так, вперед. Капец, это гон. Незаконно. Так, а если наоборот? О! Ну ты не то. Посадил тебе ветку. Блин, ну уже на выезде. Ой, западло. Будто я на брюхе сел. Так, окей. Ну, назад как-то едет. Может быть, как-то левее дать. Так, я еще назад сдам и попробую левее дать. Сейчас подтяну себя. О! Поймал сцепление. Так, и немного левее. Найс. Красавчик. А? Все-таки справился.
Так, опять надо на дорогу вернуться. Эй! Так, ну вроде бы... Хотя... Это еще не все. Еще есть неприятный участок. Так, окей. Так. Короче, довести до дороги прицеп, там его брошу. $60 литров. Интересно, не хватит, не хватит. В 22:50 спать. Не, так смотри, ты, конечно, ложись. Конечно, ложись. Мне нужно эту миссию сделать. Нельзя же просто так. Стоп. Там и собака стоит. В смысле? Охренеть, вы видели? Это что, прикол такой? Там была собака. Охренеть. Я ни разу не видел тут животных. Просто ни разу. Это шок-контент просто. Не, интересно, вот есть реально собаки или животные? Надо будет это... где-то узнать. Офигеть. Интересно даже стало. Ой-ой-ой, тут приятно слушать. Но что делать? 40 литров, 50 почти. Блин, надо, короче, мне даже интересно стало, надо у других блогеров посмотреть. Есть такая кишка с собакой. Блин, просто стояла на дороге. Какой-то скрипт, может быть. Может, я как-то подошел к черте какой-то, типа 50% задания. $40 литров. На 10 литрах уже будет испарение. Так, где ты, чертов прицеп? Блин, я его... Я до него доеду, но уеду я с ним вниз. Идет скаут сюда гнать, что ли? Где он там стоит? Тут чё какой-то прицеп стоит, доска? Ай-яй-яй-яй, ничего. Блять, лодка, доска. Ой, простите. Прости, блять. Так, это двигается мне. Ну, как же офигенно смотрится все это дело в ночи, свет. Кайф. Шикарно. Так, окей, 30 литров. Ну что? Погнали.
Сейчас самое главное не перевернуться. Не перевернуться. И не обосраться. О, совушка. Так, ну идеально, в принципе. Пока 20 литров. Еще запасик есть, еще 10 литров. Еще живем. Но! Этого мне хватит до переезда, а дальше что будет? Интересно. То есть, как бы... Опять собака, да алло! Понял, это скрипт. То есть он тут постоянно будет появляться. В ночи, я понял. Блин, как она появляется, офигеть, это как призрак. Какой-то как Каспер. Так, ладно. 15 литров осталось. 15 литров, и вот уже, собственно говоря, выезд. Было бы круто, если бы заправка была бы там, на выезде. Слишком далеко. 30 тысяч. Да. Настоящий автовоз получается. То есть не автовоз, а автопоезд. 11 литров. Подтянем. Да ни хрена не вижу. Да ё-моё. Но именно так нужно справляться с трудностями. Ну погнали. 10 литров. Все за раз. 8 литров. Так. Ну уже хорошо. Ну что ж, островное озеро. Тут, похоже, еще жестче будет. Так, все здесь. Да, все на месте. У меня 8 литров. Так, и заправки не видно. Мне нужен скаут. Это определенно. Капец. Капец, она здоровая, серьезно? Блин, я думал, карта будет меньше, она такая же. Жесть. Ну как такая же? Да нет, такая же. Капец. Похоже, мы тут с вами до июня будем, а может даже до июля ковыряться с этой игрой. Так, ой. Зараза. И что делать? Так, это не похоже на заправку. Блин. Так, мне сюда надо явно. Ладно, что делать? Придется скаут брать. Так, как там? Г. Дамба. Ну, сорян, гайс. Придется брать скаута. Так, ну. Погнали. А, стоп. Как нам доехать побыстрее это сюда? С правой стороны. Более-менее. Здесь проскочил, здесь. Ну да. Эх, полетели. Не, задания, конечно, такие душные.
Ну, по времени долго подходит. Ай. Не, ну эта собака, она прям напугала. Может быть, на Аляске будут типа медведи какие-нибудь белые. Ну, гризли. Кто там их водится? Гризли, наверное. Да, такие перегоны длинные, что нужно доп баки ставить. Красавчик. Бали, мне как-то не нравится колеи эти глубокие. Скаут не может справиться с ними. Тише, тише, тише. Теперь перевернусь. Он здесь переворачивался уже на скорости. Коварный участок очень. Так, и вот тут очень неприятный участок. Ненавижу его, блядь. Ты его придумал. Нормально же общались, нет, сделали. Духотень такую, на которой я постоянно переворачиваюсь. Лучше объеду. Твою, какого хрена? Я ненавижу тебя. Так. Есть тут лебедка? Пиздец. Это похорон. Я похоронился. Вот жопа. Что делать? Короче. Блять, как душно. Ну, зачем поторопился? Буду вытаскивать. Короче, целая спецоперация.
Блин, открылся бы у этого багажник, я бы на этом гонял, но у пикапа только на 13 левеле, что ли, или на 14 откроется багажник. Больше. Больше вместительность. Надо было все-таки на тот скаут ставить лебедку автономную. Надо вообще на все скауты автономные лебедки ставить. Но это устойчивый, кстати. Не тот. И движка у нее тоже тут бодрая. Так. Быстро доедем. Это много быстрее справляется с той же дорогой. Блять! Да я не помню, есть, нет у меня лебедки этой автономной. Надо аккуратнее их. Супер аккуратно. Так, может просто тут сверху проехать? Уже вроде есть сверху проезд. Да. И тут был сверху проезд. Да переключись ты. Ну вот, уже доехал. До нашего обморока. Так, и чё? Блять! Так, давайте аккуратно, да? О, Стас! Здорово! Здорово, Стасян! У меня вот опять беда, блин, с этим скаутом. Да переворачивать. Да. Так, ну окей. Нет, не то. Сесть. Ну пересядь, ну что? Да, блин. Это иконка неактивна. Так. Надеюсь, переворота больше не будет. Хотя... Нет. Не, ну он супер неуправляемый, конечно. О, Серега зашел. Здорово. Здорово, Серега. Ну как там, Серега? 60 ТП-то взял? Прокачал ее?
ветку эту. Да я тебя умоляю, да какого? Не, ну это просто идиот. На ровном месте переворачивается, алло. Ах, ладно, без паники. Самое главное это перевернуть. Аппарат. Ах, да ё-моё, ну что такое-то, а? Я вроде на грузовике так спокойно тут проезжал. Не понимаю, в чем проблема. Думаю, он наклоняется. Так если тебя просто вытолкать. Так, секундочку, мы сейчас дифференциал подрубим. Не, не хочет. Не хватает. Капец, тут такая яма. Супер маленькая, она такая токсичная. А, хорош, хорош. Я тоже взял. Пересесть. Ну, такой интересный аппарат, кстати. Только что-то я не пострел, когда, ну, шел на ответку, что пробить это такое минимально. Ну, для тяжек в нынешних реалиях. Но, с другой стороны, у него такая альфа дикая, что, ну, в принципе, это нормально, что такая альфа на ББшке. Как у сот. Что за болото такое? Недавно тут проезжал, было все супер. У него вообще такой корпус какой-то, он непонятный, он какой-то лебез. Все залетает в него. То есть идеальный вариант это только от башни игры. Да. Так вот, ты из 3.2, ты на нем, наверное, и оставайся. Потому что дальше это, которое СТ2, это ни о чем. Супер некомфортный танк. Я вот сколько катаю на 60 ТП, в последнее время не видел СТ2 в боях. Хотя нет, один раз видел. Да, один раз видел. Я здесь проеду? Да. Фух, уже душный этот скаут.
Я хочу это скорее уже на какой-нибудь другой пересесть. По типу Хаммера, у него хоть базы больше. Должен быть устойчивый. Так, я правильно еду? Да, все по дороге. Капец, уже 40 минут. Так, не помню, здесь проезжал, не проезжал на нем. Рисковать не стану я. Хотя, возможно, он такой неустойчивый из-за вот этих бензобаков выше. Потому что до того момента, как я их установил, он был, по-моему, приемлемый в управлении. Не был такой шакальный. Так вот, он накидывает, ну прямо, ну супер мало. Не танкует. Все залетает. Непонятно, зачем его ввели такой. Я уверен, что... Блять, куда ты за... Ё-моё. Ты чё, так глубоко, что ли? Блин. Да, его явно должны были выкатывать на супер тест. Капец. Тут, похоже, объезд. Они что, издеваются? И он явно на супертесте себя показал очень херово. Но его почему-то все равно выкатили. Видимо, Кислый сказал, что надо. Люди хотят. И на нем надо играть, наверное, на full голде. И со всеми доп-пайками. С досылателями, доп-пайками. Здесь тут-то я не утону. Водичка такая роскошная, чистая. Кристально чистая. Да уж, блин, да, должны. Уже 10 лет страдают. Ну хотя нет, наверное, раньше-то не так страдали. Так, стоп, а здесь я проеду? А, или там нельзя дослать поставить, по-моему, да? Ну, короче, доп поёхал. Блин, что-то меня смущает.
Я не вижу дна. Так. Дна не вижу, но оно должно быть. Не, все нормально. Все нормально. Так они вон опять что учудили, они опять это решились нерфить Прогетто, блин. 430-го. Че, неужели им все это сойдет с рук? Для меня уже бенз заканчивается. Просто непонятно вообще, чем они руководствуются, когда сначала вводят имбаланс техники, а потом ее нерфят. Я вообще не понимаю. Фу, ладно. Доехали, блин. Ужасная дорога. Ох, стороны озера. Так, в смысле? Мы оказался в машине. Я просочился сквозь машину. Так, окей. Так. Давайте заправим нашего старичка. Заправить. Скаут. Багаж. Стоп. Источник. Скаут. О, Альфа, привет. Пабгер, давай спокойной ночи, дружище. Давай. Так я не понял. Заправить. Мне нужно заправить источник скаут. Во, верхний багажник. Но только 75 литров. Дороги? А где у вас? Так. Если где-нибудь в деревне, то возможно. Не, у нас есть такие дороги, согласен. Жуткие. Да. Так, пересесть. Пересесть. Не может пересесть. Покиньте запретную зону. Не понял. В смысле? Я не могу пересесть. Прикол. Как это? Что за прикол, алё? Не, ну да, дороги в жизни у нас печальны, но они, в принципе, не везде печальны.
То есть это ближе где-нибудь в деревнях. Ну, трассы, конечно, развалины. Так что такое? Я не понял, почему не могу пересесть? Какую запретную зону? В чем прикол? White Western. Что за бред? White Western. Ничего не понимаю. Баг какой-то, что ли? Покиньте запретную зону. Блин, почему я в этой зоне остановился, а? Все. Топлива нет. Так. Скаут. Все по нулям. Офигенно. Так, комп на Авито долго выбирал. Да нет, я же говорю, я комп-то не на Авито покупал. Я покупал железо в Германии. На немецком сайте, блин, я не помню, как он называется. Computer Universe называется. Вот. Там заказывал железо, а видеокарту, да, с Авито. Видеокарта с Авито заказывал. Ну, вернее, ездил. Так, у меня, короче, дилемма, я не понимаю, что делать теперь. Как не пересесть? У меня нет топлива. Что за прикол? Почему я не могу пересесть? Так. Какой-то трэш начинается уже. Душный прямо. Ничего. В смысле? Ничего не понял. Я что, все поиграл? Ни хрена не понял, почему я не могу войти. Без гараж. Прикол. Я не могу сесть на пикап, тоже не могу сесть. Ничего не понимаю. Это что, шутка такая? Может, надо как-то заново переключить игру? Ну, вернее, не заново, а с сохранением загрузиться. Может, это баг? Блять, он сохранился сам! Козел! Не, это прикол? Что за прикол, я не понял. Как? Я ничего не понимаю. Почему я не могу пересесть на свой Шеви? Почему я не могу войти в гараж? Только не говорите, что я просто запоролся. Блин, а что делать?
Давайте перезайду. Я хз. Что делать? Но если это слив, это просто жесть. Я больше не буду ее проходить. Но это не точно. Пересесть. Блять, это баг был, сучка. Я ж вспотел, блин. Я просто вспотел, блин. Вообще до трусика. Так, окей. Продолжаем. Мне нужно, по идее, заправку найти здесь. Где-то. Вообще, в идеале бы маршрут как-то надо посмотреть. Так, телегу, короче, я давайте брошу телегу. И на холостую сгоняю. Надо все-таки добить эту задачу, доставить стентовый столб. Давайте, короче, стентовым прицепом сгоняем. Я не... Жоп. Добьем задачу и уже тогда я успокоюсь на сегодня. Ну, вернее, можно будет заканчивать. Духоту эту. Так, похоже, здесь не проехать. Да, тут нужно будет дорогу чинить. Но задачи нету. Ай. Да, тут не проехать. Тут все переломано к херам. Да, короче, поросит на вид, посмотри в твоем городе, может кто-нибудь что-то продает. На, посмотреть, что за задача такая. Ржавый скраб. Давайте примем ее. Пусть будет. Похоже, в объезд придется ехать. Опа. Хоть тут объезд есть. Тут есть какая-то цистерна. Но я туда не поеду. Так, и вот еще задача. Там мост как раз таки этот можно построить будет. Мост охотника Боба. По идее, надо было тут на скауте проехать в начале. Все, так сказать. Проверить все дороги. Но я опять на русский авось поехал. Понадеялся на русский авось. О, кстати, впереди какая-то область интересная. Может быть, это заправка? Ё-моё, ну серьезно? Это рофл?
Они сейчас скажут, вези мне сюда. Чё? Так, трудные переговоры. Одна фирма сделала городским властям интересное предложение, никак не связанное с бурением скважин на муниципальных землях. Условия конфиденциальности и новом мозге подвозки снабжения. Как вам это? Ну, моё. Я приму. Только я надеюсь, этот мост... Так. Надеюсь, мост этот где-нибудь с правой стороны, не впереди. Я охренею, если мне придется еще что-то везти сюда. $112 литров. Блин, я уже сомневаюсь, что доставлю сегодня этот груз до пункта назначения. Сильно сомневаюсь. Да. Кто ж знал, а? На целую... Так, стоп. Это жесть. Нет, это трэш. Да. Короче, Склифосовский. Отцепляю лебедку. Давайте хотя бы до тентовый прицеп довезем, а? Родимый. Отцепляем прицеп. Хотя бы так задание сделаем. Потому что не уверен, что мы там проедем этим всем поездом нашим, автопоездом. Я по поводу тентового прицепа посомневаюсь. Да что такое? Ё-моё, какая же тут духота, а? Я уже чувствую, просто чувствую боль. Но это не точно, кстати, пока что. Видишь? Вот кто уронил этот дурацкий валун? О, стоп. Я проехал. Нет. Я проехал поворот. Чёрт, а где он был? Он был здесь. Засада. Я сейчас его разворачиваю. Телегу. Блин, какие же душные эти потные мучения. Так, сообразить, как это повернуть. Опа, в смысле? Я что, могу проезжать сквозь? Что это за приколы? Это баги, блядь, начались? Когда это можно стало проезжать сквозь объекты здесь? Что за прикол? Это законно? Не, ну, окей, воспользуемся этим багом. Но это супер странно, конечно. Так, а он не пропал, надеюсь, прицеп наш? Так, секундочку. Так, думай. Сейчас. Подтяну поближе. Может быть, я и не переверну. Но не точно. Тут валуны и спуск такой. Блять. Стой, я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Так, нам надо туда. Охренеть, поворот. Нам туда. Естественно, я его
Не заметил. Мне нужен бензин. Бензин. Присоединить. Ну что, мы тут залезем, не залезем? Я вообще здесь. В дороге я в упор не вижу. Лес. Просто лес. Вроде залазит. С натяжкой, но залазит. Капец, тут дорога. Каждая карта, она прям злее и злее. Так, 70 литров. Мы еще даже не приехали. Не. Гараж бы найти бы. Было бы супер. Хоть вышку открыл, кстати. 50 опыт. Что есть тут? Ни черта не видать. Давайте так, чек. А! Возвести мост. Нет, я тебя прошу. То есть... Я не понимаю, то есть можно было крюк такой делать? Охренеть. А я идиот заехал. Ну я же не... Блин, сейчас я тут не проеду. Круто! Блин. Серьезно? Нет, не проеду. Не в жизнь. Какой кал, а? Что мне завели? Тут надо было просто объехать все это дело. Просто все объехать. Ну и не факт, что я бы тут смог объехать. Ну он так близко. Лесопилка. Блин. Кстати, а? Ну, у меня планов, вариант вообще нет. Это надо развернуть прицеп. Да, но я могу, короче, упороться здесь. Мне придется заново задание делать. Так, стоп. Не вижу тебя. Тут, короче, вариант такой, что я не доеду. Потому что у меня тупо кончится бенз. Еще и береза, блин. Потеря. Ах. Короче, надо отцепить, наверное. И попробовать вперед выкатиться. Да блин, береза. Да я просто застрял между... Блять. Капец. Да чтоб тебя, береза.
Так, теперь нужно подцепить тросом. Блин. Так, окей, так попробую. Может, удастся. Да. Короче, урок на будущее: нужно стопудово сначала скаутом проехать, все это дело исследовать, а потом уже выполнять задания. Блин, пиздец. Ай, падает. О. Ах, это ветка. Ну где ты там, а? Да ё-моё. Жесть. У меня просто нет вариантов других. Так, стоп, а здесь зацепилось. Эть! Да блин, ну ты чё, а? Не дается? Не дается, зараза. Как же так? Как же так? Ну это фиаско, братан. Фиаско. Я тебя переверну. Других зацепов просто нет. Просто не зацеп. Так, ладно. Еще один вариант. Попробуй тебя как-то толкнуть жопой. Так, и давайте я сделаю день. Ни черта не вижу. Да почему? Почему он сквозь него-то проходит, я не понимаю. Что за прикол такой? Да хотя мне на руку. Давай так сделаем. Странный баг. Конечно. Ё-моё. Ну смотри-ка, это в принципе срабатывает. Так, так я перезастрял. Нет, не застрял. Блин. Я затянулся стримом уже сегодня. А что такое? Да, заколебал. Как далеко-то, если вот он здесь? Фух. Да, вот вам урок на будущее. Используйте скаут. Капец. Я даже, наверное, мог выполнить эту задачу. У меня даже был бензин. Да ё-моё, ну что такое, пенёк?
У меня предчувствие, что я сейчас заглохну на выезде. На том месте, где я был. Ну, то есть у того полуприцепа. Хотя... Но это не точно. 20 осталось. Двадцать, 18. Не, ну хоть прицеп достал бы. Да ё-моё, эти ел. 16. Пожалуйста, заправочку. 14. Все, он уже не едет. Все, приехали. Ну, пытается еще, ну все, приехали. 9. Может, день. Стоп. Тут же была цистерна. Какой же я идиот. Какой идиот. Тут была цистерна, гайс. Топливная цистерна. Почему я про нее забыл? Пец. Ладно, все, короче, заканчиваю мучения эти. На этом все. Продолжим наши потные мучения уже во вторник. Блин. Балбесин, а мог заправиться и доехать. Так, я смогу? Так. Сейчас смогу ли я тпхнуться на базу, а? Или хотя бы на Шевроле. Хотя Шевроле все равно пустой. Мне по идее что надо сделать? А, секунду, а смогу ли я тпхнуться на скаут наш? Да, а с него эвакуация на дамбу. Все. Короче, заканчиваем на этом. Заканчиваем на этом. Следующая серия уже будет добивочная этого задания и дальше по пунктам. Спасибо, что смотрели, ставили лайки. Сегодня прям нормально кидали лайков. Большой, так сказать, большой респект вам. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. Ну, вы все это знаете. Писать комментарии. И, как говорится, всем спасибо. Всем пока. Спокойной ночи. Удачи, ребят.